почему показывал на часы, он чуть ли не полчаса остывает, этот аппарат. То есть, когда мы работаем с любым аппаратом из этих троих, но почему они все три здесь в одном обзоре, потому что они между собой очень похожи. Их все нужно охлаждать после работы. Вот этот аппарат остывает где-то минут 15-20 после того, как он нагрелся. Этот аппарат, он гораздо быстрее остывает, где-то минут 10 после того, как он нагрелся. То есть в конце работы, когда мы хотим закончить работать, нам надо отключить нагрев и оставить на вращение. Просто холостое вращение. Тут где-то минут 15-20, тут достаточно 10 минут. Вот этот аппарат, мы на нем сделали буквально 2 порции. Головка до сих пор теплая. Хотя время, глядите, когда мы начинали делать первую порцию, было 5 минут. Допустим, где-то в минут 10-15 мы закончили. Сейчас 35 минут, то есть он у нас стоял на холостом вращении почти все это время. То есть, грубо говоря, 20 минут. И головка все еще теплая. Сейчас она уже более-менее остыла. Чистка головки. Для того, чтобы почистить головку, нам нужно открутить вот эти 4 болта. Обычно крестовой отверткой, они закручиваются сверху. И снять крышку. И тут будет небольшая поправка. Я неправильно сказал, что у нее емкость головки больше, чем у всех остальных аппаратов. Я думаю, что емкость головки примерно такая же. Почему? Мне показалось, что головка такая глубокая, то есть вот это углубление, оно такое вжик, а оно очень плоское, то есть буквально такой вжик. Поэтому здесь емкость-то будет не очень большой в этой головке. Так что она не сильно будет больше, чем у Том и Джерри или ASV01. Это означает, что на этих аппаратах тоже можно делать разноцветную вату. То есть, когда у нас емкость головки маленькая, буквально можно засыпать сюда пол чайной ложки одного цвета сахара, красного. Все это приготовилось, вата пошла наверх, вы ее здесь накрутили. Потом засыпаем пол чайной ложки, например, другого цвета сахара. Синий, у нас уже пошла синяя вата наверх, мы ее накрутили. И получается разноцветная вата, в том числе можно сделать цветочки. Вот. А я думал, что головка будет побольше. То есть здесь фактически тоже примерно те же самые 2, максимум 3 порции можно сделать с одной полной засыпки. Вот. Очень большой плюс, кстати говоря, что используются проставки. Сама щель, щелевой механизм производства ваты — это зло. Я считаю, что это неправильно. На Том и Джерри, на ASV01 проточенные канавы — это гораздо надежно, лучше. Но, по крайней мере, эта головка мне нравится гораздо больше, чем у китайцев. Почему? Потому что здесь есть вот эти вот проставочки. Тоненькие шапочки, их ни в коем случае не терять, их 4 штуки, они имеют толщину примерно 0,2 мм, это очень тонко. Именно они создают щель, через которую вытекает тонкими струйками сахарное волокно и, остужаясь, превращается в сахарную вату. Мы ее наматываем в виде кокона, получается готовая порция. Вот. Это означает, что вы никогда не сможете пережать головку так, чтобы крышка вплотную прилегала к основанию и щель закрылась. Это бич всех китайских аппаратов. На китайских аппаратах сделано немножко по-другому. Вот на верхней крышке у них просто вырубкой, то есть штампованием здесь такие углубления сделаны небольшие, 0,2 мм. Они настолько тонкие, что когда мы, русские мужики, здоровые, сильные, затягиваем болты потуже, она вплотную прилегает и, собственно, закрывает. Вот с такими шапочками сделана головка на аппаратах USV4, USV5. Если их не терять, то все нормально. Головка у нас будет нормально работать. Единственное, стоит сказать откровенно, что когда у нас такая тоненькая щель, такие тонкие шайбочки с цветными сахарами аккуратнее, при пережоге сахара можно засорить головку. На OSV4, OSV5 такое бывает. Здесь, чтобы засорить головку, вот эти канавчики, которые проточены, гораздо больше надо сил и средств. В этом плане аппараты ASV01, аппарат Том и Джерри, за счет того, что канавки проточены, они получше. Вот 4 шайбочки, не терять их. Крышка аппарата, крышка головки, и вот сама головка. Ее периодически надо будет очищать, абразивным составом типа пемоса, чтобы не было вот этого нагара. Для того, чтобы вам показать, чем отличается вот этот тип головки от других аппаратов, давайте мы их разберем. Я вам покажу, что такое канавки, что такое щель. Щель, повторюсь, я считаю, что это не очень хорошо. Это гораздо лучше, чем то, что сделано в китайских аппаратах, но сейчас уже делают по-другому и гораздо лучше. Давайте посмотрим, как выглядит у нас головка от аппарата ASV01. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Эти вот канавки, через них, собственно, у нас проходит сахарный сироп. И когда он вылетает под действием центробежной силы, вот он так вот вылетает, лопасти поднимает его наверх и создается сахарное волокно. Вот это канавки.
Глубина канавки примерно 1,5 миллиметра, и их здесь очень большое количество. Вот сделать такую голову, это высшая математика. За что надо сказать спасибо ребятам, которые сделали аппарат АСВ-01, за то, что они не появились проточили. Потому что я знаю, как на заводах делают, это реально очень сложно так все проточить. У них, обратите внимание, канавки сделаны просто вдоль радиуса, без смещений. Вот как есть, вот так вот, в виде лучей они расходятся. Посмотрим на головку аппарата Том & Джерри. Кстати говоря, вот, это беда очень многих новичков. Аппарат, когда вы делаете сахарную вату, обязательно вырабатывайте весь сахар, потому что вот эти вот застрявшие куски сахара, не выработанные, они потом будут засорять вашу головку и будут мешать добиваться высокой производительности. А вы... Мы снимаем 4 болта. Для того, чтобы снять болты, которые у нас находятся на головке аппарата Том & Джерри, нам нужна обычная торцевая насадка на 8 мм. Все сняли. Вот здесь вот крайне, край металла очень тонкий, надо крайне аккуратно снимать головку. Вот, наконец, мы сняли крышку головки с аппарата Том & Джерри. Это крышка. На ней нет канавок. Просто нужно убрать карамелизированный сахар. А вот это, собственно, основание. То есть здесь, в отличие от аппарата АСВ-01, здесь на верхней части сделаны канавки, а здесь на нижней части. И здесь видно, что они имеют небольшой наклон, то есть они идут не по радиусу, как лучи, здесь они идут вдоль по радиусу, как лучи. А здесь они немножко под углом, то есть вот у нас направление вращения, и сахар будет, сюда улетать. Но я так могу предположить, что сделано-то из расчетов, что так будет лучше. И вот сравните обычная головка аппарата китайского или, например, пчелки Нью. Ну, ничего хорошего в том, что здесь нет канавок, нету. С другой стороны, хотя бы шайбочки есть, не так засоряться будет. Что вот мне понравилось в аппарате, вот в этом пчелка Нью, обратите внимание, да, здесь тоже передача тепла идет через щетки. Щетки — это расходный материал, их довольно-таки легко здесь заменить, узел стандартный. У меня что-то такое ощущение, что этот узел где-то я видел, и ощущение, что где-то видел его на китайцев. Возможно, взяли они оттуда. И, по-моему, у китайцев же с Enigma, по крайней мере, взяли вот эту вот модель использовать пружины. Обратите внимание, раз пружина, 2 пружина, и там есть еще 3 пружина. Точно так же на 3 пружинах стоит движок аппарата у Enigma, только там он на пружинах стоит, опирается на дно, а здесь он подвешен к верхней части крышки. Вот. Это, я считаю, большой плюс, потому что на пружинах у нас гасятся вибрации, и это довольно-таки технологично. Причем пружины тоже используются нормально. Вот, к слову, небольшой минус у Том & Джерри, здесь пружинки-то вообще крошечные. Вот они находятся вот между этой частью и нижней частью, и имеют, примерно вот такую высоту. 4 пружинки не очень большие. Здесь пружины имеют вот такой размер, в диаметре вот такие, они такие довольно-таки надежные. Вот это Т. Соединение папа-мама. Менять легко, никакой пайки здесь не будет. Керамические вот эти вот предохраняющие элементы. И пошел ТН. На заклепках сделаны лопасти. На мой взгляд, лучше бы они сделали не на заклепках, а на саморезах, чтобы можно было, если что, самостоятельно поменять. Потому что как менять после заклепок, только если пытаться что-то закрутить. Лопасти небольшие, пораниться об них будет непросто. Это, кстати говоря, плюс. Потому что на аппаратах, вот, например, УСВ-4, УСВ-5, там лопасти, конечно, будет здоров, там можно руку отрезать. Движок. Движок здесь намного мощнее, чем на Enigma, той же самый. Движок, мне кажется, от каких-то автомобилей, от каких-то узлов автомобиля, Жигули, но тем не менее работает. Количество оборотов здесь не очень большое, поэтому высокого такой подачи воздуха вверх, там на 10 метров с такой ватой не отойдешь. Метра на 2-3 хватит, а для большинства небольших таких детских шоу достаточно. Так что в сухом итоге могу сказать, что пчелка Нью, она мне понравилась гораздо больше, чем их предыдущие модели. В чем-то она мне даже нравится больше, чем Том и Джерри, к слову говоря. Из минусов можно отметить то, что немножко архаичная форма головки. Все так же вот эти вот щели проставки. К минусам также можно отнести, я не знаю, насколько это удобно или нет, то что
Нагрев идет только при включенном вращении. Только включили вращение, и только тогда будет идти нагрев. Не знаю, мне кажется, если бы мы не включали нагрева, она, наверное, быстрее бы нагревалась. Плюсом можно отнести то, что здесь быстрее холодный старт, чем на этом аппарате. Здесь тоже можно делать разноцветную вату, что тоже большой плюс. Плюс то, что используются вот эти вот хорошие, такие нормальные, мне нравятся пружины. Все соединения папа-мама. Ну, щетки тут понятно, как менять. И, кстати говоря, если тут будет действительно узел от пчел, от Энигмы, вот этот вот узел, куда передается вращение, мне кажется, это большой плюс, потому что ремонтно-пригодность резко возрастает. Вот. Традиционно у них транспортные винты нормальные, хорошие. Кстати говоря, они лучше, чем на пчелке, потому что на Том и Джерри, потому что здесь просто два таких коротких винта. Здесь все-таки посерьезнее. Ну и большой плюс, то что наконец у ловителя появилось дно. Отходов не будет. Теперь следующий шаг за Том и Джерри. Мы ждем, что у них будет на ОСВ номер 3. Какой у нас выйдет обновленный Том и Джерри New. И будем сравнивать их модели между собой. Вот. С учетом того, что этот аппарат стоит дешевле, его не нужно обслуживать, я бы пока временно останавливал выбор именно на этом аппарате, если вы новичок.